топ-5 лучших открытых катков города Киева. Со мной сегодня гость Артем Сауляк. В площадь прорвался на мост, заехал на машине. Специальный каток из температуростойкого материала. Ух ты! Тот самый совершенно бесплатный каток от офиса президента. Мы на самом большом и на самом новом катке Киева. Поехали! Друзья, в Киеве необычайно теплая зима, а это значит, что время гулять на улице. Сегодня мы вам расскажем про лучшие локации под открытым воздухом, где можно провести время с друзьями и всей семьей. А также мы узнаем о топ-5 лучших открытых катков города Киева. Со мной сегодня гость, директор Центр-парка Киева Артем Сауляк. Привет, мой лев! Как твои дела? Все супер. Слушай, ну тебя тоже с Рождеством, со всеми праздниками. Но знаешь, в этом году очень теплая зима. И ты как никто лучше знаешь и разбираешься в том, где всем, кто любит прогулки под открытым воздухом, прогуляться. И сегодня ты нам об этом расскажешь. Супер, не вопрос, с удовольствием. Друзья, это Визит Киев. Это Артем Сауляк. Это Антон Тараненко. Поехали! Тём, ну слушай, это, наверное, самая главная и самая центральная точка города, где просто куча людей. Вот скажи, сколько здесь в среднем в день посетителей? Это самая сейчас посещаемая точка в Украине, можно даже так сказать. Ух ты! Летний период, выходные дни, порядка 50-60 тысяч человек за субботу и воскресенье. 50-60 тысяч ежедневно? Да. То есть ты никогда не думал там входик сделать 10 гривен? Многие шутят на эту тему, но мы все-таки все делаем для киян и гостей города. Ну молодец, все правильно. Слушай, скажи мне, я знаю, что ты просто какой-то, я не знаю, религиозный бог чистоты этого места. Насколько много мусора ежедневно собирается в зоне арки Дружбы народов пешеходного моста? Действительно, мусора очень много. Бутылки, стаканчики из-под кофе, чая, соков. Порядка 3-3,5 кубов за 2 дня. Это 3 бака. 3 бака. Вот так вот, за 2 дня. Если ты говоришь 50-60 тысяч людей ежедневно в летний период, сейчас я тоже смотрю, практически мост забит. Я уверен, были какие-то курьезные случаи. Вот самый-самый курьезный. Самый курьезный случай был после того, как мост был уже построен. Появился экстремал, прорвался на площадь, через площадь прорвался на мост, заехал на машине. На машине? Да. Это тот самый случай, когда вот на каком-то джипе, да, там что-то такое. Как вы боретесь теперь с такими экстремальными, в кавычках, нарушителями? Благодаря городу установлены камеры, которые контролируют процесс прохождения на мост. Мы установили оперативно шлагбаумы с 2 сторон. После этого все эти случаи прекратились. Я с тобой полностью согласен. Это место должно быть исключительно для пешеходов. Слушай, ну можно, знаешь что? Вот помнишь, как в игре Need for Speed? Какие-нибудь шипы, да, которые автоматически вырастают. Да. Слушай, ну твои, наверное, топ по маршруту вот в этой местности, если мы пришли погулять, это же самый пешеходный маршрут. Виталий Владимирович вообще говорит, что это номер 1, в принципе. Номер 1. Я с ним согласен. Я его поддерживаю. Самое классное направление, понятно, первое, это арка Дружбы народов, площадь, новая площадь европейского, можно сказать, стандарта. Да. Мост, велосипедно-пешеходный. Так, мост Кличка. Мост Кличка. Так. Аллея художников. Да. Владимирская горка. Да. Если направо пойти, это обязательно Мариинский парк. Так. И, понятно, Мариинский дворец, наша летняя эстрада Мушля на 1000 посадочных мест, где мы проводим классные фестивали летом на постоянной основе. Вот самые классные места. Ну что, смотри, это у нас Контрактовая площадь. Сегодня здесь ярмарка, но в целом, мне кажется, сюда можно приехать ежедневно, особенно на выходные дни. Здесь очень много интересных локаций. Согласен? Крутейшая локация. Советую всем. Но если
останутся силы после прогулки по Центральному парку и Арке Дружбы Народов. Отлично. Обязательно заскочить на Контрактовую. Заедьте, ребят, сюда, здесь на самом деле очень круто. Друзья, это первый наш каток, который входит в топ-5 лучших катков. Друзья, смотрите, значит, это все очередь. И люди некоторые стоят уже больше часа. Поэтому ориентируйтесь по времени, когда вам лучше приехать. Сегодня праздничный день, поэтому так много людей. А в будние дни вы можете совершенно бесплатно сюда попасть, захватив свои коньки. Сейчас мы вам покажем, как это все работает. Ну что, мы начинаем это действие. Сейчас, собственно, сделаем так. Артем говорит, что он снимался в «Звезды на льду». Вот мы и проверим. Да, отлично. Ну что, друзья? Спасибо. На самом деле это один из лучших катков, которые открыты и к тому же еще и бесплатный, если у вас есть, конечно же, свои коньки. И еще вы можете потрапить на крутого тренера, который вас бесплатно научит катать, потому что Тёма катает хорошо. А ну-ка продемонстрируй нам что-нибудь. Без проблем. Давай. Ребят, каток размером 20 на 40, достаточно большой. Каток работает с 10 до 22:00 и ежедневно. Понедельник с 13:00. Приходите, пожалуйста. Но если у вас нет своих собственных коньков, вы можете арендовать это прямо здесь. Это стоит недорого. Слушай, ну это один из самых любимых моих парков. Вот первый раз я переехал в Киев, здесь было очень много молодежи, потому что институт, потому что, знаешь, бурлит жизнь. Как тебе? Классный парк, на самом деле, любимый всеми студентами. Я сам иногда здесь люблю прохаживаться. И Киев считается одним из самых зеленых городов в Европе. Я с тобой согласен, даже азиатские туристы, они специально приезжают в Киев для того, чтобы просто подышать. Ребят, ну что, это следующий каток в нашем топ-5 лучших катков города Киева. И это необычный каток. Тёма, что здесь такого необычного? Это специальный каток из специального температуростойкого материала. Ух ты! И коньки нужны специальные? Специальные коньки, поэтому если есть желание, приезжайте и покатайтесь. Ну, собственно, с правой стороны дом с химерами, с левой стороны администрация президента, а в центре тот самый каток от офиса президента. Небольшой, но совершенно бесплатный. Будет работать практически до конца февраля, поэтому приходите, друзья. Вход в администрацию открыт, кстати, теперь дом с химерами можно посмотреть, всех, кто хочет. И вообще тут очень даже прикольно. Еще один must-visit каток расположился на территории ВДНХ. Площадью 1500 квадратных метров. Вмещает более 1000 человек. И все это стоит 120 гривен. Также на территории есть очень много других аттракционов и возможности провести время всей семьей. Якщо ви хочете придбати найкращі українські сувеніри для своїх близьких, рідних або просто зробити найкращий подарунок своїм іноземним друзям, кращого місця не знайдеш. Це Народний дім Україна. Найкращі українські сувеніри за найкращими цінами і дуже великий вибір. Друзі, в цьому магазині один з найбільших виборів вишиванки національного традиційного українського вбрання, як для чоловіків, так і для жінок. Навіть є для самих маленьких. Я вам дуже рекомендую, якщо ви хочете справжню, гарну, файну вишиванку, от, наприклад, як оця. Тут справді є чим помилуватись і є що придбати. Можливо, для себе, а можливо, для ваших друзів. Ну что, мы на самом большом и, наверное, самом новом катке Киева, может быть, даже и всей Украины, каток компании Рошен. Действительно, каток крутейший. На самом деле я на него попасть не смог. Не смог? А знаешь Нет. почему? Потому что столько людей стоит. Я не знаю, блин, люди стоят, сейчас уже прохладно, и люди стоят больше, чем, я не знаю, сколько, час, Километровая очередь. 2, 3,
чтобы покататься. Но, наверное, есть смысл, да? Думаю, что есть смысл, так как каток работает с понедельника по пятницу с 12 до 22:00. С 12 до 22? Да. Угу. В выходные дни с 10 до 23:00. Окей. И стоимость проката на этом катке порядка 120 гривен. 120 Будний день гривен. и на праздничные дни 140 гривен. И То есть смысл, по большому счету, в том, что за 120 гривен ты можешь кататься вот на этом катке вообще unlimited, неограниченное время. Неограниченное время. Друзья, ну это круто, на самом деле. Поэтому, если у вас есть время свободное, если вы хотите посмотреть на настоящий большой, и самое главное, новый каток города Киева, приезжайте. И, кстати, здесь еще есть одна штука очень прикольная. Это фабрика. Вы можете посетить экскурсию и посмотреть, как делают тот самый шоколад. Друзья, здесь можно не только покататься, но и покушать. Причем достаточно вкусно, потому что здесь резиденты уличной еды и Бухта Food Station. очень вкусная и крутая лапша, кстати. Поэтому можно приезжать. Друзья, это был выпуск о лучших зимних аутдорс-локациях Киева. А также топ-5 катков Киева по нашей версии. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте в комментариях, куда вы советуете пойти в зимний период именно в Киеве и что посетить. И до встречи в следующем выпуске. Ты никогда не думал там входик сделать 10 гривен?